Всем привет, с вами Андрей, и это вторая часть сборки S400 Triumph от компании Звезды. В первой части мы собрали контейнеры, габ, кабину и площадку под это все. Спасибо подписчику, нашел дефектную деталь. Прорези для брызговика расположены ближе к раме шасси, который мы будем устанавливать далее. Сами брызговики должны располагаться к краю платформы, как вот сейчас расположено. Видно то, что я срезал на одной стороне и приклеил их уже ближе к краю. Ну а теперь приступим к сборке. Сборку я начал с подъемного механизма контейнеров. Она состоит из нескольких деталей, из десятка деталей, но склеивается это все очень быстро. Первым делом склеил фиксатор контейнеров. Дальше начал собирать весь подъемный механизм, состоящий из двух половинок, в которые надо вставить дополнительные элементы и потом склеить воедино. Для второго варианта сборки я выбрал выдвинутый гидравлический механизм и перед склейкой двух половинок установил в пазы, сжал две половинки и склеил эти две половинки. Гидравлику я не склеивал. После этого приклеил фиксатор контейнеров и другие элементы. Хочу сказать спасибо всем подписчикам за лайки, комментарии, за вашу поддержку в развитии канала. Напишите в комментариях, какое видео вам понравится больше. Делать одно видео с полной сборкой и покраской и отдельное видео с диорамой. Или сделать так, как я делаю S400 в нескольких видео, разбиты на подсборке. После установки нижней площадки я начал устанавливать верхние элементы ее, то есть это место, где ходят как раз люди, то есть можно пройтись. Это нужно для установки самих контейнеров, то есть площадка сама. И дальше оставшиеся элементы, которые ужесточат конструкцию, и она будет более прочной. Немного некорректно сказал в начале, чуть ранее. Фиксаторы контейнеров я начал собирать только сейчас. Та была главная площадка, на которой это все будет устанавливаться. Видимо, там будут подключаться сами все механизмы, то есть там провода или как это все электроника будет подключаться. Честно, я не знаю, в эти тонкости я не вдавался. Также одной из подсборок является лестница с ящиком. Ее потом установим на площадку, которую вы видите на заднем плане. После сборки лестницы и некоторых элементов на ней я все установил на площадку. Вначале я не приклеивал пристройку этой площадки, я только установил лестницу и площадку, приклеил, они вот отдельно. И после этого всего я уже полноценно установил это на основную площадку, где будут расположены контейнеры, и уже все приклеил. До этого была мысль все покрасить отдельно и уже потом приклеить, но тут нету никаких таких элементов, куда не подобраться, поэтому я приклеил сразу. После этого установил ящик, который сверху расположен, и приступил к сборке шасси. Шасси состоит из многих деталей, это коробка передач, 4 оси и так далее. Проблем с этими деталями нет, все устанавливается хорошо, тут и говорить нечего. Вначале собрал все детали, которые собираются отдельно, то есть воедино, там это часть коробки передач или двигателя, там какие-то элементы перегородки. Все собирается достаточно легко, приклеивается. Не забудьте, что шасси немного наклоненное, то есть две половинки, и надо под углом располагать все кронштейны, особенно где расположен фаркоп. После этого я начал установку осей, соединять друг с другом, соединять с половинкой одной из.
После установил нижние защитные пластинки, их немного, по инструкции все понятно, все устанавливается легко и клеится. И переходим, так сказать, к сложному. Остались мелкие элементы. Это рулевая рейка. Она собирается из 3 частей. Это обычный штырь и 2 поворотных кулака или элементов, которые крепятся уже к колесам. Я могу по-своему называть немного деталей, уж извините. Главное, я их установил правильно. И вы поняли, что это. Главное, хочу обратить внимание именно на сборку передних колес поворотных, потому что с этой деталью у меня возникли трудности. Во-первых, маленькую деталь, которую мы устанавливаем, она устанавливается в 2 паза, и эти пазы имеют узкое и широкую сторону. И если их неправильно установить, колеса будут немного в неправильном положении. После частичной сборки передних колес приступил к сборке ауттриггеров передних и задних. Тут собирается все просто, могут только возникнуть трудности в самом конце, когда надо установить крылья с 2 сторон ауттриггера. Как раз вот этот момент. На крыльях есть один пазик, в который надо попасть ауттриггером, и вот он соберется. После этого начал сборку двигателя, его склеил, тут сборка самая простая, и после вот этих всех манипуляций, когда мы собрали все мелкие элементы, начал приклейку рычагов подвески. Я попробовал несколько вариантов установки их, и самый лучший это установка сразу на шасси. Установить их легко, там есть скосы, поэтому перепутать невозможно, вы увидите, что деталь стала как надо. Видимо, это часть ступицы колеса, как раз видно то, что одна сторона узкая, другая более толстая, и установка в рычаги будет намного проще, потому что у 2 рычагов одного из колес имеется узкая прорезь и более широкая. Это дает возможность не перепутать и установить правильное положение. И параллельно с этим делом устанавливаю поворотные колеса и креплю их на рулевую рейку. И вторую ось тоже. Теперь устанавливаю двигатель, и дальше пойдут ауттриггеры и защита картера. Чуть не забыл еще установить одну из опор, на которую будет ставиться ГАП, и пневматические баллоны. Также дополнительно установил на ауттриггер передний ящик, и после этого перешел к сборке топливных баков, их 2 штуки, чтобы потом установить как раз на шасси, и на второй передний ауттриггер поставил 2 канистры. Также поставил выхлопную систему, все это на двигатель, и сверху потом уже будет установлено ГАП. Одним из последних штрихов сборки шасси оставшиеся ауттриггеры, я их собрал. Взял штыри для второго варианта длинные, потому что у меня в боевом положении и колеса будут оторваны от земли. После клея поставил на ровную поверхность, отрегулировать, чтобы ровно стояли, и прижал потом чем-то тяжелым, чтобы было точно наверняка ровно. Еще последним штрихом сборка площадки и механизма подъема контейнеров. Тут достаточно все просто соединить. Нужно вставить в один паз и потом во второй, чуть-чуть отогнув вторую сторону вот эту.
Для удобства, чтобы встал наверняка, надо чуть-чуть поднять и опустить именно механизм. Я показываю, как крепится гидравлика, она просто защелкивается и все. И остались еще два элемента, которые, видимо, закрывают эту крышку, чтобы она стала более правдоподобна. Ну или какая-то защита. Не обошлось и без мелких деталей для детализации. Это треугольники, чтобы, противооткаты. Если машина стоит на наклонной поверхности, как раз надо поставить эти противооткаты. Дальше перейдем к колесам. Значит, резина идет направленно, есть 4 левых и 4 правых колеса, все как устанавливается. С внешней стороны имеется дополнительная полоска, это говорит, что это внешняя сторона. Полностью соберу я задние колеса, так как передняя часть диска уже установлена на шасси, их я установлю чуть позже. И немного демонстрации я собрал просто воедино, не приклеивая, потому что все пойдет на покраску отдельно, так как неудобно будет подобраться к шасси, поэтому я все элементы, которые вы видите на экране, покрашу и дальше все уже соберу воедино. Следующая часть будет последняя, мы приступим к покраске, полностью покрасим модель, и она будет готова для диорамы. Спасибо за просмотр, обязательно оцените данное видео своим лайком, напишите комментарий, кто уже собирает S400, может вы нашли еще недочеты деталей, а также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Андрей, всем пока-пока.